Привет, мои дорогие! В это трудное время очень важно чувствовать поддержку Вселенной. Вселенная есть у нас в трех поддерживающих силах. Первая сила, конечно, это Творец. Через глаза наши Творец смотрит на наш мир, и мы напрямую связаны с своим сознанием, с Творцом. Вторая сила – это ангелы, это посланники Творца, которые по нашу левую и правую руку помогают нам в ежедневных делах. И третья, немаловажная сила – это сила нашего рода. У нас у всех есть огромный род, тысячи людей. И так как мы проявляемся в этой жизни, это комбинация из некоторых составляющих этого рода. Эти составляющие могут быть, вот, как знаете, у всех по-разному. У некоторых, те, кто жили 2000 лет назад или 100 лет назад, вот такая комбинация у всех разная. И когда мы спрашиваем, что хотят сказать хранители рода, кураторы рода, те кураторы рода, чьи характеристики вы имеете, это и ваши кураторы. Они обычно сидят у престола Всевышнего, наблюдают за вами и хотят вам помочь. Карта Ленорман – это язык с этими силами. Сейчас я для вас сделаю два варианта. Это хранители вашего рода по материнской и по отцовской линии. Те, которые за вами наблюдают, те, которые вам помогают с высоты небесной, помогают в делах земных, семейных, карьера, деньги, любовь и так далее. Но все дело в том, что сейчас очень трудно жить, всем трудно жить, что случается вокруг нас и как это отражается на каждом человеке. И чтобы мир не поставил вас на колени, не заставил вас делать то, чего вы не хотите делать, есть разговор с высшими силами, с вашими ангелами и с вашими кураторами, хранителями рода. Ну вот, все сказав это, я начинаю с материнской линии. Вы услышите свои слова по-вашему, по-особенному. Поэтому общий расклад лучше, чем заказанный, не сомневайтесь. Вы услышите все своими словами и поймете. Потому что расклад для всех – это не значит, что он вас не касается. Мир для всех, но касается каждого, правда? Каждый мир воспринимает по-своему, так что не сомневайтесь, подсказку точно получите. Итак, по материнской линии. Карта Луна, но это и есть карта матери. Вот как карты гадают, вот как они открывают. Это и есть карта матери, хранительница очага. И карта Луна всегда говорит о том, что эмоции должны быть спокойные, как вода в океане, потому что Луна отвечает за воду. Как спокойный океан, бывает иногда, да? Тихий океан совсем неспокойный. Его назвали тихим, наверное, когда открыли эти земли, открыли они были, и раньше были здесь люди, те люди, которые приплыли, назвали его тихим, но это самый бурный океан. То есть нужно знать, что на протяжении жизни есть бури, но вместе с тем нужно сохранять тишину эмоций. Мать, материнская сила вам говорит, сохраняйте штиль в эмоциях, потому что повышенные вот эти эмоции, они мешают думать. У нас так устроен мозг, говорит вам ваша родовая мать, но она знает, как устроен мозг. Оттуда люди знают все теории, они все понимают лучше, чем мы здесь. Знают, что было, есть и будет. И она говорит вам сейчас, что мозг так устроен. Если он волнуется, он не может думать. Но когда он думает, он не волнуется, он делает дела, он принимает решения и делает. Поэтому здесь вам мать советует, не волнуйтесь, это не поможет. Поможет штиль на Тихом океане вашей жизни. Помогут эмоции уверенности, что высшие силы защитят вас, что подскажут вам, что делать, и вы выйдете из положения, вас никто не поставит на колени, и никто не заставит вас делать то, чего вы не хотите делать. Вселенская Мать вас защищает. Это вообще карта Матери вышла как раз. Но еще Луна в переменах, конечно, потому что Луна меняется. Каждые 2 дня она все время другая. В разном знаке Луна другая, она приобретает оттенки этого знака. То есть она такая очень чувственная, чувствительная к каждому знаку. И нам тоже нужно меняться. Луна нам напоминает о том, что как 12 знаков зодиака есть, и Луна меняется с каждым знаком. И у вас есть все 12 знаков в гороскопе. Так и вы можете менять эти состояния. Да? То есть разные архетипичные состояния менять. Например, там вы жена, вы мать, вы бизнес-вумен, вы просто человек.
идущий по земле. И эти понятия, эти архетипы нужно менять легко, так как Луна меняет знак. Вот вам напоминание от родовой матери. Но мы иногда застреваем, например, в архетипе матери, в архетипе начальницы, в архетипе профессиональном и так далее. Вот это застревание нам создает неблагоприятные условия для жизни. И мать говорит: не застревай, меняйся в зависимости от обстоятельств. С соседом вы хороший сосед, с мужем вы любимый. Ну так, вот эта карта судьбы. Мать говорит, что по судьбе будет все хорошо, у вас будет сильный иммунитет, крепкое здоровье, судьба к вам благосклонна, она вас любит, у вас будет все замечательно. Эта карта судьбы говорит, что у вас будет деньги будут, потому что это как портмоне книга, это будет новое знание, которым вы можете обучиться, это будет новая жизнь, наполненная смыслом и радостью. Книга — это тоже представительница хроник Акаши. Что такое хроника Акаши? Это в тонком слое Земли записана о вас информация. Вообще мы — это поле информации, да? Мы — это наше тело, но тоже тело — это не мы — это просто информация. Теперь в период информации мы это понимаем. И в хрониках Акаши записана счастливая информация вашей судьбы. Поэтому вам не о чем беспокоиться, переживать. Это карта счастливой судьбы. У вас будет очень счастливая судьба. Это деньги будут, это мужчина по судьбе встретится, это вам по судьбе жить роскошно и счастливо. Ну вот так говорит карта судьбы, так сказала родовая мать. Теперь я возьму карту касательно родового отца. Что вам скажет родовой отец? Что посоветует? Какие даст рекомендации? Карта башня. Ваш родовой отец говорит, что вам еще нужно реализоваться в профессии. Все, что вы делаете правильно, вы идете в нужном направлении, но иногда на пути, говорит отец, вы теряете веру, надежду и любовь. Нужно найти в себе эту руку Творца внутри, эти глаза Творца внутри, потому что мы видим мир, не только мы, через нас, через наши глаза Творец видит мир. Ну, как Бог Отец, Бог Творец, поэтому Отец, родовой Отец, вам говорит вот через эти параметры. И Он говорит, что поддерживайте себя изнутри человеком, как, например, Бог. Бог Отец, Бог Творец, который вас любит, который вас заботится, никогда не предаст. Смотрите на себя глазами того, кто верит, любит вас и надеется на самое лучшее. То есть вера, надежда, любовь. И вы еще не открыли себя в профессии, вам еще следует себя открыть. Вы еще состоитесь в профессии. Здесь карта башни — это сигнификатор профессии. И родовой отец говорит, двигаться нужно вперед, потому что вершины у вас будут замечательные. Вы добьетесь какого-то успеха, то есть ваша работа будет востребована, ваша продукция востребована, и поэтому вы очень хорошо будете зарабатывать. Или здесь вы встретите профессионального человека, который вам поможет. Как мужчина, так и просто друг. То есть это карта профессии. А также карта башня иногда это тело человека, его физическая суть. И отец говорит, вы мало заботитесь о себе. Родовой отец наблюдает иногда за вами, когда вы, может быть, недостаточно заботитесь о своем теле, то есть, может быть, недостаточно двигаетесь или недостаточно хорошая еда у вас. Или, может, переедаете или не доедаете. Это может быть одно из двух. Но отец хочет, чтобы вы больше заботились о себе, потому что башня — это как тело, храм души. Вот это отец говорит. И еще одну карту от родового отца возьму, да? Но это карта коса, ушедшая в мир иной, да? Это те, которые ушли в мир иной недавно. У меня просто мороз идет по коже, потому что я знаю, что это вас касается. Если у вас ушли в мир иной какие-то ваши родственники недавно, то есть это на протяжении последних, может быть, от 2-3 месяцев до 5 лет. Недавно, 5 лет в мире Творца, в космосе, это ничто, то есть недавно. И карта коса говорит, те, кто ушли недавно, они вас любят. Если у вас был с ним конфликт, эти люди больше на вас не сердятся, и не сердитесь на них. Они вам простили, и вы их простите. Потому что теперь эти люди, которые ушли в мир иной, они будут вам помогать. Они будут вашими ангелами. И даже если вы при этой жизни как-то не понимали друг друга, это может быть ваша бабушка, прабабушка, может, ваши родители, дай Бог им долгих лет жизни, но если они уже ушли,
Они, если вы не понимали друг друга в этой жизни, то сейчас это время вы будете о них думать все больше и больше, потому что эти люди там на небесах думают о вас и хотят вам помочь, хотят вас поддержать, хотят вас любить такой любовью, знаете, как идеальные родители, которые есть только небесные, вас будут любить. И вот прислушайтесь к этим словам. Родовой отец говорит, что может у вас какая-то обида на них есть, или что-то недосказано, что-то прервалось, не решилось. Эти люди сейчас в покое в мире, любят вас и будут вам помогать в дальнейшем. Вот такой расклад, уважаемые мои друзья. Это расклад на исцеление памяти рода, на то, чтобы поговорить с родовыми проявлениями в прошлых жизнях. И это очень нужно, потому что от этого зависит наше ежедневное счастье. А я вас очень люблю, обожаю. Надеюсь, что и вам со мной не скучно. И мы будем видеться с вами очень скоро. Пока-пока.